Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать просто потрясающий и очень простой узорчик крючком. Он очень плотный, да, кушает много пряжи, но смотрится очень эффектно. Для вязания я буду использовать 3 цвета пряжи, но при желании можно каждый вот такой вот ряд зигзага делать новым цветом. То есть узор прекрасно подойдет для использования остатков пряжи. Так выглядит лицевая сторона, а вот так изнаночная. Он двухсторонний, и это тоже его плюс. Также для вязания мне будет необходим крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего узора. Начинаем вязание с того, что провязываем 3 воздушные петли. Первую не затягиваем, вторая, третья. Делаем накид на крючок и теперь в первую петлю вяжем патентный или удлиненный столбик. Вытаскиваем ниточку, провязываем 1, 2 и 3. Дальше 13 воздушных набираем: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь 1, 2, 3 в третью от крючка петлю провязываем патентный столбик удлиненный. 1, 2, 3. Опять 13 воздушных: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3 в третью петлю подъема, вернее в третью петлю от крючка провязываем патентный столбик с накидом. И вот таким образом мы с вами формируем длину нашего изделия, точнее ширину нашего изделия. В конце ряда, когда уже мы набрали нужную нам ширину, мы провязываем одну воздушную, и теперь вот сюда вот в это образовавшееся колечко вяжем столбик без накида. Вытаскиваем петлю где-то на полсантиметра, делаем накид на крючок и в это же колечко вытаскиваем 1 накид, сюда же 2. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная. Это наш первый пышный столбик. Дальше делаем накид в это же колечко, вытаскиваем 1 ниточка, накид, 2. Теперь провязываем все петли, кроме последней. Закрываем последние 2 петельки, воздушная петля. Это наш второй столбик с накидом. Дальше накид, в это же колечко вытаскиваем 1, накид, 2. Все петли вместе, кроме последней, последние 2 отдельно. Третий пышный столбик, воздушная петля, опять накид, колечко, вытаскиваем 1, накид, 2. Все петли вместе, кроме последней, последние 2 отдельно. Это четвертый пышный столбик, воздушная петля, накид, в колечко, 1, накид, 2. Провязали все петли, кроме последней, последние 2 отдельно. Пятый пышный столбик, воздушная петля, накид, сюда же 1, накид, 2. Провязали все петли, кроме последней, последние 2 отдельно. Шестой столбик пышный, воздушная петля, накид, и сюда же в колечко 1, накид, 2. Провязали все петли, кроме последней, последние 2 отдельно, воздушная петля. Итого у нас здесь должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пышных столбиков. Теперь смотрите, вот у нас здесь идет цепочка до нашего следующего колечка, вот этого. Мы ее делим визуально пополам и под нее, не в какую-то петлю, а именно вот под нее, вот так заводим крючок и провязываем столбик без накида. И теперь будем опять вязать 7 пышных столбиков уже в следующее колечко. Делаем накид, вытаскиваем 1, накид, 2, провязываем все петли, кроме последней, последние 2 провязываем отдельно. Первый столбик, воздушная петля, 1, 2. Второй пышный столбик, воздушная петля, 1, 2. Третий пышный столбик, воздушная петля, 1, 2. Четвертый пышный столбик, воздушная, 1, 2. Пятый столбик пышный,
воздушная, раз, два, шестой пышный столбик, воздушная, и раз, два, седьмой пышный столбик, воздушная петля. Опять нашу цепочку делим визуально пополам, под нее заводим крючок, провязываем столбик без накида. Переходим к нашему вот этому следующему колечку. По вот такому принципу мы вяжем с вами до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда. Смотрите, в конце ряда после пышного последнего столбика воздушную петлю я не вяжу. Так, вытягиваю ниточку, оставляю ее и беру другой цвет. Провязываю одну воздушную, затягиваю ее, поворачиваю наше вязание. И вот в первый промежуток, там где у нас была воздушная петля, завожу сюда крючок, захватываю нитку и провязываю. Вытаскиваем ниточку плюс-минус на полсантиметра, делаем накид. И в этот же промежуток вытаскиваем раз, накид, два, накид. Следующий промежуток раз, накид, два. И в следующий промежуток раз, накид, два. То есть раз, два, три. Три промежутка мы провязали. Теперь вяжем, провязываем все вместе и закрываем. Теперь слегка, буквально вот совсем чуть-чуточку вытаскиваем петельку, не на пол сантиметра, а меньше. Провязываем ее. И теперь за вот эту вот ниточку, видите, у нас получилась тут петелька вот как бы лицевая сторона и вот изнаночная. И вот за вот эту петельку заводим крючок и вытаскиваем ниточку, провязываем столбик без накида. И теперь вот в этот последний промежуток, откуда вытаскивали нитки, мы с вами вяжем столбик без накида. Теперь провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в следующий промежуток вяжем столбик без накида. Теперь вытаскиваем ниточку плюс-минус на полсантиметра, делаем накид и в эту же петлю вытаскиваем раз, два, следующую петельку раз, два, следующую раз, два. Теперь в петлю, где у нас был столбик без накида, вот он, раз, два. И переходим к следующему пышному элементу, находим вот между первым и вторым пышным столбиком первый промежуток, вытаскиваем раз, два, следующий промежуток раз, два, и в следующий раз, два. То есть у нас всего должно получиться раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 промежутков провязанных. Захватываем ниточку, протягиваем через все петельки и провязываем. Воздушная. Теперь вытаскиваем слегка ниточку, провязываем и за заднюю половинку вытаскиваем ниточку, вяжем столбик без накида. То есть точно так же, как мы делали здесь. Теперь вот в эту петлю, вот в этот промежуток, куда мы последний раз связали, провязываем столбик без накида. Сильно длинный, видите, старайтесь вот эти вот петельки не делать, иначе если мы сделаем сильно длинную, тогда вот здесь вот будет некрасиво смотреться. Теперь у нас идет повтор. Мы опять с вами будем провязывать 3 воздушные и вот такой вот пышный элемент. Давайте вместе провяжем еще раз. 3 воздушные, в следующий промежуток вяжем столбик без накида, вытаскиваем ниточку и сюда же раз, два, следующий промежуток раз, два, следующий раз, два. Теперь находим столбик без накида, в него вытаскиваем раз, два. Теперь первый промежуток в следующем пышном нашем большом элементе вытаскиваем раз, два, следующий раз, два, следующий раз, два. Все петли провязываем вместе.
воздушная петля, вытащили слегка ниточку, провязали и сделали столбик без накида. И в последнюю петлю, откуда вытаскивали ниточки, провязываем столбик без накида. Все, таким образом мы с вами повторяем вязание до конца ряда. Смотрите, в конце ряда мы должны провязать вот такую же половинку, точно так же, как у нас было в начале. Поэтому провязываем 3 воздушные петли, следующий промежуток столбик без накида, вытаскиваем ниточку, накид, сюда же 1, 2, следующий промежуток 1, 2, и в следующий последний промежуток 1, 2, провязываем все петли вместе, закрываем и поворачиваем нашу работу. Итак, теперь находим с вами вот эти вот воздушные петли первые, делаем накид и сюда вот в этот промежуток вытаскиваем 1, 2, провязываем как обычно все петли кроме последней, последние 2 провязываем отдельно. Вот наш первый пышный столбик, воздушная петля, сюда же 1, 2, второй пышный столбик, воздушная петля, 1, 2, третий пышный столбик, воздушная, 1, 2, четвертый пышный столбик, воздушная, 1, 2, пятый пышный столбик, воздушная, 1, 2, шестой пышный столбик, воздушная, 1, 2, седьмой пышный столбик, воздушная петля, и теперь вот сюда вот в серединку вяжем столбик без накида. Повторяем, находим нашу следующую вот эту вот цепочку и под нее точно так же будем вязать 7 пышных столбиков. Первый столбик, воздушная, второй, воздушная, третий, воздушная, четвертый, воздушная, пятый, воздушная, шестой, воздушная и седьмой. Воздушная. Теперь в серединку столбик без накида. И по такому принципу провязываем до конца ряда. Вот в конце ряда провязываю последнюю воздушную петлю. Вот в серединку из 3 пышных столбиков вяжу столбик без накида. Беру следующий цвет. Провязываем одну воздушную петлю, затягиваем ее, поворачиваем нашу работу. Я ниточки не обрезаю, потому что у меня будет всего в узоре 3 цвета, и я буду перетягивать. Когда уже, вот, допустим, после 3-го цвета, я буду перетягивать первый сбоку. Если же вам не нравятся такие протяжки или не вам мешают, тогда просто обрезайте и начинайте каждый раз заново. Так, смотрите, теперь мы с вами начинаем повтор нашего вот этого ряда, там, где у нас было 3 первых пышных столбика. То есть находим вот первый, между первым и вторым пышным столбиком промежуток, вытягиваем петлю, провязываем сюда же 1, сюда же 2, следующий промежуток 1, 2, следующий промежуток 1, 2, провязываем все петли вместе, закрываем, вытаскиваем слегка ниточку, провязываем, вяжем столбик без накида и столбик без накида в тот промежуток, откуда вязали последний раз. Видите, у нас идет повтор, то есть четко, как мы с вами вязали первый ряд розового цвета. Теперь вяжем с вами 3 воздушные, 1, 2, 3. Следующий промежуток вяжем столбик без накида, вытаскиваем ниточку, накид, сюда же 1, 2, накид, в следующую 1, 2, накид, в следующую 1, 2, накид,
И теперь находим с вами, вот он, столбик без накида, в него вытаскиваем 1, 2, накид, между первым и вторым пышным столбиком следующего элемента вытаскиваем 1, 2, следующий промежуток 1, 2, и в следующий 1, 2. Всего получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно так же, как вот здесь вот в предыдущем, вернее, в первом розовом ряду. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная, вытаскиваем ниточку, провязываем столбик без накида и столбик без накида в последнюю петлю, вернее, в последний промежуток, из которого вытаскивали нитки. И опять 1, 2, 3 воздушные, следующий промежуток столбик без накида. То есть этот ряд мы с вами провязываем точно так же, как вязали вот этот вот первый розовый ряд. Все, этот ряд мы завершили точно так же половинкой, как и начинали. Теперь у нас начинается повтор второго ряда, вот такого вот розового, точно так же, как мы вязали. Мы поворачиваем с вами вязание, находим первую нашу вот эту цепочку из воздушных петелек, вытаскиваем 1, 2, провязываем первый столбик пышный, воздушная, сюда же 1, 2, второй столбик воздушная, 1, 2, третий столбик воздушная, 1, 2, четвертый воздушная, 1, 2, пятый воздушная, 1, 2, шестой воздушная и 1, 2, седьмой воздушная. Серединку вот сюда вяжем столбик без накида. И по этому принципу вяжем до конца ряда. То есть мы полностью с вами повторяем второй розовый ряд. И так на протяжении всего вязания мы будем чередовать первый, второй, первый, второй. Вот я провязала несколько рядов. Посмотрите, какая красота получается. Очень пышный, плотный, теплый и красивый узорчик. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.